Сегодня я вас всех здесь собрала для того, чтобы поговорить с вами про детские. Да так поговорить, что что-нибудь обязательно вас вдохновит, а что-нибудь, быть может, даже возмутит. Мы проектировали детские для разных детей и по заказу разных родителей. У всех разные взгляды и разные дети. Еще мы проверяем на наших курсах, какие детские вы сами себе с нуля проектируете в свои квартиры и дома. Любопытно, что интерьер может подстроиться под любой образ жизни и под любые воззрения. Но в этом ролике для вашего вдохновения я сделала подборку моих любимых решений для детских, которые я предлагаю в проектах чаще всего. Говоря о детских, в голову сразу приходят меловые доски. Вот такие доски я поддерживаю в переносном формате. Окрасить специальной краской на стены, возможно, стоит только белой, чтобы рисовать цветными мелками. На темной и черной меловой краске остается очень много разводов. Еще есть, конечно, беспылевые мелки, что само по себе прекрасно, значит, мела на полу можно избежать. Некоторые запрещают детям рисовать на стенах и посвящают свою жизнь священной войне за сохранность интерьера. Но мы-то с вами знаем, что нельзя противиться судьбе, поэтому со смиренным принятием клеим специальные обои-раскраски. Важно их делать не фрагментом, а прямо на всю стену, от угла и до угла. Они бывают широкоформатные. Есть даже такие обои, которые детским калякам-малякам сразу придают вид современного искусства. Чем выше ребенок, тем лучше он рисует и тем выше он сможет дотянуться. И это будет такой интерактивный дневник развития ребенка. Но еще вы знаете, что есть специальные фломастеры, которые легко смываются с любого предмета, элемента интерьера и с одежды. Что касается прикольненьких детских обоев с уже готовыми рисунками. Их, конечно, существует великое множество. Среди них есть еще очень классные. Но мне тут думается, что это развлечение ребенку все-таки на несколько недель. Потом к ним возникает своего рода слепота, и они читаются как фон. Любой, даже самый равномерно посаженный цветочек или ритмично взлетающий самолетик притирается, если с ним не возникает никакого иного взаимодействия. А если на фоне разместить иные объекты, объемную мебель, развесить постеры, светильники, то тогда в какой вообще был смысл в этих обоях? Есть обои с рисунками и магнитной основой, которые обеспечивают взаимодействие ребенка с обоями. По ним можно перемещать героев с обоев, но и это, мне кажется, игрушкой на пару недель. А обои эти, в принципе, дороже средних. Есть подозрение, что интерьер в принципе не должен ребенка никак развлекать, а должен создавать ему спокойное окружение и давать свободу для воображения, поиска и самовыражения. Игрушки и любимые герои могут очень часто меняться, а вот обои вы будете переклеивать раз в несколько лет, это максимум. И хоть я очень люблю интерьеры, но понимаю, что они не всесильные и не стоит даже пытаться повесить на них какие-то педагогические задачи. Свет в детской должен быть яркий и рассеянный. Идеальный вариант для детских – это поворотные светильники на треке, которые можно безопасно перемещать даже после ремонта, менять их направление свечения, а еще докупить их в случае, если их понадобится больше. Это очень удобно, ребенок растет, сегодня он лепит в этом углу, завтра собирает лего в том, а послезавтра в комнате надо все переставлять и перенаправлять светильники, чтобы они, например, подсвечивали детские картины на стене. Одиночная потолочная люстра для этого, конечно, совершенно не подходит. В квартирах и домах с маленькими детьми очень часто встает вопрос, как помочь малышам пользоваться раковиной. Можно решить этот вопрос специальной детской лесенкой или созданием выкатной ступеньки под тумбой, но недавно я стала предлагать раковинные чаши на низких тумбах. Я подумала, что можно сделать низкую тумбу с хранением около 40 см, а раковину со смесителем заставить расти по мере роста малыша. Раковины чаши бывают разной высоты, не только 12-20 см, но и 40 см. И смесители к ним тоже можно подобрать растущий. Получается, с ростом ребенка будет расти и раковина.
При этом глобально переделывать ремонт не придется. Дети очень много времени проводят в играх, поэтому в детских комнатах должна быть выделена игровая зона. Но когда по планировке видно, что все-таки есть возможность сделать игровую комнату, мы ее, конечно, делаем. Например, в этом таунхаусе первый малыш у клиентов только недавно появился, но второй уже на подходе. Поскольку дети тут будут жить примерно одного возраста, у них похожий режим дня и огромная потребность разбрасывать вокруг себя все игрушки, иногда логичнее не выделять в каждой детской игровую зону, а укладывать их спать в одну комнату, а вторую комнату отдавать под большую игровую. За счет такого разграничения будет проще успокаивать детей в спальной комнате, а развивать их воображение в игровой. При этом планировку игровой комнаты мы сразу делаем такой, чтобы в момент, когда детям понадобятся отдельные комнаты, можно было бы легко добавить кровать для второго ребенка в игровую комнату, стол и не затрагивать ремонт и не менять электроточки. Таким образом, у каждого ребенка будет своя комната в тот момент, когда детям это будет нужно, и без серьезных переделок. Для этого мы тут продумывали сразу два варианта планировки. Если у вас в детской необъятные просторы площадей, то можно сделать две детские спальни, между которыми вставляется третья игровая комната. Тогда у ребенка организуется своя спальная комната и место для учебы, а в игровой комнате дети собираются, приглашают друзей и преспокойно ходят на голове. Вариант с качелями и гамаками очень хорош, но многих пугает. Качели действительно нужно подвешивать на конструктивные элементы, на перекрытие или на балки для надежного крепления. Широкие подоконники – хорошее решение для создания уютного уголочка под окном, но лучше совмещать это с окнами, которые не открываются, либо использовать на окнах защиту от детей. Для окон есть различные замки и ограничители, особенно их важно ставить на окнах, которые используются для проветривания с москитными сетками, потому что некоторые иногда на эти сетки москитные облокачиваются и выпадают вместе с ними. Что касается лавочек с подушками, то они даже больше востребованы, чем диванчики. Особенно если они с выдвижными корзинами, внутрь которых удобно утрамбовывать весь бардак. Вообще, большие выдвижные ящики в детской – это прекрасное решение. Но надо помнить, что всю корпусную мебель в детских надо приколачивать к стене так, как будто завтра ожидается торнадо. Прекрасные текстильные мягкие панели на стены могут смягчить попытку пробить стену головой. В основе у них, как правило, МДФ или фанера, которая покрывается мягким наполнителем разной толщины и мебельной тканью на ваш вкус. Монтируются они на специальные липучки. А пыли собирают, кстати, не больше, чем спинка дивана или шторы. А если периодически пылесосить их или вытирать безворсовые ткани или кожу, то можно вообще снять с повестки страхи о пылесборниках. Если цветы вашей жизни отличаются мятежным характером, то в эти мягкие панели рекомендуется завернуть всю детскую комнату. Одно из самых популярных решений – сделать из таких мягких панелей горы и иногда даже с подсветкой. Поставить детский шалаш или кровать-палатку. Таких желаний и решений я видела очень и очень много. И это не что-то сверхпрорывное с точки зрения интерьерного искусства. Однако это, конечно, приобрело популярность среди широких масс. Я питаю особую любовь к растущим кроватям, как к совсем малышковым, так и к подростковым. Мне нравятся кроватки, которые потом превращаются в кровати, а еще позже в столики. Или детские кровати с возможностью поставить перегородку и удлинить основание, превратив детскую кроватку в нормальную подростковую кровать. Для детских мне нравится проектировать детские шкафчики на уровне ребенка. Это может быть секция во встроенном шкафу, который потом можно переделать под иное хранение, или вообще может быть самостоятельно стоящий детский шкафчик. В любом случае хочется проектировать хранение одежды так, чтобы дети могли сами доставать свою одежду и потом сами же ее складывать обратно в шкафчик. Здравая идея, если на то есть основания, сразу закладывать место для размещения увлажнителей. И
еще сейчас стали ставить бактерицидные облучатели и рециркуляторы воздуха. В продвинутых и дорогих системах канального кондиционирования и вентиляции такие штуки могут быть встроены в потолочное оборудование. Но если никаких сложных систем не планируется, то хотя бы подразумевайте пару-тройку дополнительных розеток на такие штучки и закладывайте для них место на планировке. И последний мой любимчик для детских – это пикборд. Мини-пикборд над столом, пикборд вместо шведской стенки, которая уже успела набить оскомину, пикборд для хранения вещей. Он может быть металлический, может быть деревянный, из фанеры или из МДФ. И он может заменять собой даже стеллаж. А вот турники и шведские стенки для маленьких детей уже и выглядят сомнительно, и в функциональном плане достаточно подозрительные и, может быть, даже неблагонадежные. Они появились на самом деле как какая-то полумера. Иногда им можно придать достойный вид, но точно ли это нужно? Зачастую их планируют на всякий случай и иногда только потому, что не знают, что еще можно поставить в детскую. Ну и, конечно, кислотные цвета. Я не очень люблю, когда детские перегружены конкретными образами и навязывают активно меняющемуся ребенку каких-то героев. Я вижу здесь больше ограничения воображения, чем его развития. И примерно так же я не люблю проектировать в детские термоядерно-кислотные цвета, составляющие очи кровоточить. Заметьте, что такие цвета используются в спортивной форме, где, к слову, излишнее тормошение психики логично, ведь человеку нужно за доли секунды определить, кто из его команды, а кто чужой. Или, например, велосипедисту нужно быть заметным на дороге. В общем, нужно бросаться в глаза и нужно себя быстренько подбадривать и активизировать, чтобы пробежаться, например, утром рядом с домом. И еще, конечно, такие цвета очень часто используются в некоторых детских игрушках, которые созданы эксплуатировать детское неокрепшее внимание яркими цветами. Некоторые производители давно поняли, что дети — это на самом деле маленькие взрослые. Они не всегда любят все специально для них созданное, то есть излишне кислотное, писклявое и приторное. Как и вы, уважаемые взрослые, не любите такое. Икея вот, например, тоже исследовала этот вопрос и прекрасно продает игрушки в спокойных природных цветах. А их популярнейшая детская кухня вообще ничем не отличается, кроме размеров, от взрослой кухни. Так что, вероятно, как-то особенно изворачиваться в интерьере детских не стоит, особенно в отделочных монументальных материалах, которые будет нелегко сменить. Какие-то движимые вещи типа люстры, кровати, кресел могут меняться со временем. Но пытаться создать на 10 квадратных метрах персональный Диснейленд на 3-5 лет – это стратегия неблагонадежная и довольно расточительная. Хотя, если вы можете себе ее позволить, пожалуйста. Кстати, в книжках по воспитанию детей пишут, что зачастую, чем больше у ребенка игрушек и развлекушек, которыми его окружили, тем чаще он скучает и капризничает. Опять же, все так же, как у взрослых. А иногда я смотрю на некоторые проекты и задаю себе вопрос, не для себя ли взрослые проектируют эти детские? Ведь в их детстве таких возможностей не было. Ну а если вы хотите погрузиться глубже в тему дизайна, обратите внимание на курсы по ссылке в описании. И подписывайтесь на канал, если еще не успели. Ставьте лайк и звоните в колокольчик. Всем дизайн!